Я не призываю вас отказываться от употребления каких-либо веществ. Я лишь делюсь с вами своими знаниями и повышаю ваш уровень осознанности для того, чтобы вы знали, с чем имеете дело и могли самостоятельно принять решение, надо оно вам или нет. Друзья, всем привет, меня зовут Владимир, и я продолжаю разбирать основные ошибки, которые влияют на ваше физическое и психическое здоровье. Это уже 8-е по счету видео, в предыдущих частях мы с вами говорили о воде, о сахаре, о фруктах, о важности свежей пищи, о жевании, о кофе. Все эти видео вы можете пересмотреть на канале, есть специальный плейлист. Сегодня мы с вами будем говорить об алкоголе. Алкоголь – это биологическое оружие. Друзья, я не преувеличиваю, досмотрите это видео до конца, и вы сами все поймете. Алкоголь относится к наркотическим веществам с очень высокой скоростью формирования зависимости. Вы просто взгляните на то, что происходит вокруг вас. Когда вы встречаетесь с друзьями, приходите на какие-то торжества, мероприятия, свадьбы, дни рождения, везде, абсолютно везде, каждое такое мероприятие сопровождается употреблением алкоголя в том или ином количестве. Такое ощущение, как будто праздник сам по себе уже не приносит никакого удовольствия. И нужно обязательно принять что-то извне для того, чтобы было побольше радости, поменьше стресса, наступило такое раскрепощение, чтобы можно было общаться с людьми. И алкоголь является как раз тем самым веществом, которое вы можете купить в любом магазине и поднять себе настроение. Но при этом вы даже не задумываетесь, а какие последствия несет алкоголь для вашего физического и психического здоровья. Вы думаете, что алкоголь расширяет сосуды, снижает стресс, полезен для чего-то там, но на самом деле все абсолютно наоборот. Алкоголь метаболизируется в вашем организме до ацетилдегида. Это ядовитое вещество, которое имеет способность проникать во все клетки вашего организма. В вашем теле около 100 триллионов клеток. Клетка — это самая маленькая единица жизни. И вот алкоголь наносит удар по каждой вашей клетке. В первую очередь от алкоголя страдает ваша печень, так как именно там происходит преобразование веществ и появляются ядовитые компоненты. Я думаю, вы уже не раз слышали, что печень страдает от алкоголя, но на самом деле страдает не только печень, а весь организм. Чувство опьянения, расслабления после употребления алкоголя как раз таки вызывает яд, ацетильдегид. В ответ на попадание ядовитого вещества ваш организм вырабатывает долю обезболивающих компонентов, так называемых эндорфинов, которые вы ощущаете как хорошее настроение, расслабленность и вот такое приятное умиротворение. Вы просто осознайте, что всю неделю вы работаете, пашете как не в себя, чтобы заработать деньги, а потом в конце недели идете в магазин и тратите заработанные деньги на ядовитое вещество, которое убивает ваш организм. То есть вы за свои же деньги убиваете себя. Вы сначала на это работаете, а потом этим себя и травите. И вы это делаете без внешнего принуждения. Никто не стоит рядом с вами с автоматом и не заставляет вас пить. Вы делаете это по собственному выбору. Нет, на вас, конечно, влияет ваше окружение, кино, телевидение, подсовывая вам фейковые модели поведения, что употребление алкоголя — это круто. Но выбор-то вы делаете самостоятельно. Вы вспомните сейчас свое детство, когда вы в первый раз попробовали алкоголь. Что это было? Вы попробовали его на язык и сказали: фу, горько, невкусно, и выплюнули это. Но благодаря кино и окружающим вас людям вы начали по чуть-чуть его употреблять. И сейчас вы уже не считаете бокал вина или бокал пива каждый день вечером чем-то таким, что может вам навредить. А оно не просто может навредить, а вредит, и еще как. Оно конкретно наносит вред вашему здоровью, просто вы об этом никогда не услышите. Потому что алкоголь — это товар, то есть это бизнес. А товар необходимо продавать, поэтому вы слышите только о положительных каких-то свойствах и ничего о негативных. Вам подсовывают статьи в интернете о пользе вина, что якобы вино содержит ресвератрол, и это вещество полезно для сердца и сосудов, и его надо пить. Но это же чушь полнейшая. Если вы хотите ресвератрол настоящий, то поешьте темного винограда в сезон. Вот это будет реально полезно для вашего сердца и сосудов. Или, например, свежевыжатый сок выпейте. Употребление алкоголя очень серьезно изменяет ваши мозги и мышление. Выпивая алкоголь в любом количестве, а особенно это касается употребления алкоголя в раннем возрасте, вы вырабатываете у себя привычку получать удовольствие, не прикладывая к этому никаких усилий. Это просто вносит изменения в работу вашей дофаминовой системы, которая отвечает за удовольствие и получение желаемого в жизни. Я сейчас объясню немножко подробнее про это. Вы никогда не задумывались, почему мы так часто откладываем все на потом, переносим какие-то дела, говорим, что будем делать что-то, что вот мы прямо хотим этого достичь, но в итоге через какое-то время про это забываем и так и не достигаем желаемого. На пути к достижению желаемого у
нас вырабатывается нейромедиатор дофамин, который как раз-таки и поддерживает нашу мотивацию дойти до конца. И чем ближе мы приближаемся к конечному результату, тем выше у нас поднимается дофамин, и мы чувствуем прям такое, скорее бы уже это произошло. Так вот, алкоголь — это концентрат дофамина. Это дофамин в жидком виде. Зачем чего-то достигать, к чему-то идти, если можно просто налить чистого дофамина в стакан и выпить его? На этом фоне все остальное в жизни становится неинтересным и непривлекательным, и ничего не вызывает удовольствия. И вместо того, чтобы пойти, например, позаниматься спортом, мы вечером отправляемся в ресторан для того, чтобы выпить какие-нибудь алкогольные напитки и поесть концентрированной еды. Употребление алкоголя снижает чувствительность ваших дофаминовых рецепторов, в результате чего вы перестаете просто получать удовольствие от жизни, от хобби, прогулок, обучений, общения с другими людьми, занятий спортом, в общем всего, что делает вашу жизнь наполненной и счастливой. И согласитесь, что намного проще выпить бокальчик вина и кайфануть, нежели чем пойти на часовую тренировку и там потеть. Конечно, мозг выберет чистый концентрат дофамина, нежели чем тренировку. Но мы можем это контролировать. Именно для этого нам и дано сознание. Ведь самое ужасное во всем этом, что мы сами приучаем детей и окружающих нас людей к употреблению алкоголя. Вы задумайтесь, какой пример вы показываете своему окружению, своим детям. Употребление перед ними пива или другого алкоголя, или занятия спортом. Что показываем, то они потом и повторяют. Я когда учился в универе, то там жесть, что происходило, когда все оторвались от своих родителей и начали стараться отдыхать по-взрослому. Как будто все такие уставшие, такие проблемы серьезные решали, учились, работали. Вместо того, чтобы пойти позаниматься спортом или отправиться в баню или спа для того, чтобы реально отдохнуть, люди идут в ночные клубы и рестораны, чтобы там бухать. Вы думаете, меня это обошло стороной? Нет. Меня, конечно же, тоже зацепило, но благодаря тому, что у меня было очень много спорта в жизни, мне просто некогда было праздновать вместе со всеми. Я был все это время на тренировках, но все равно, так или иначе, это оказало влияние на мое здоровье, после чего мне пришлось восстанавливаться. Причем восстанавливать не только тело, но и мозги в первую очередь. Проблема сейчас заключается в том, что вас никто не учил управлять своим стрессом, эмоциями, не рассказывал, как нужно правильно отдыхать, восстанавливаться. Вы испытываете стресс, усталость и, не понимая, что с этим делать, начинаете копировать поведение, которое вы видели в кино и на телевидении. То есть, как главный герой берет стаканчик и постоянно себе наливает что-то крепкое и запивает проблемы. И вы просто копируете это поведение. Вам в голову загрузили неверные установки. Запивать алкоголем нервяки, усталость, нерешенные проблемы, стресс – ну, это же не выход. Это лишь отсрочка проблемы с еще большими последствиями в будущем. Вы себе понавешивали столько различных ограничений, что вам для того, чтобы познакомиться с противоположным полом или заняться сексом, многим обязательно просто необходимо употребить алкоголь. Иначе просто человек настолько закрепощен, что он не может даже слова сказать. То есть так вы себе не можете позволить делать то, что хотите. Не разрешаете просто, а под алкоголем можете. Но это же абсурд. Эти проблемы можно решить другим путем, без алкоголя, который разрушает ваше психическое и физическое здоровье. Алкоголь губит население нашей страны каждый год. Я смотрел статистику, в 2020 году от передозировки алкоголем умерло более 50 тысяч человек в возрасте от 20 до 35 лет. То есть это молодое, самое трудоспособное население нашей страны. А сколько людей губит свои мозги и снижает продолжительность жизни систематическим употреблением алкоголя несколько раз в неделю? Этого ведь вообще никто не считает. Особенно критически это касается молодых людей до 25 лет. До 20-25 лет активно формируются зоны мозга, которые отвечают за осознанное прикладывание усилий, за концентрацию внимания, за фокус внимания на какой-то задаче. То есть именно те зоны мозга, которые и отличают нас от животных. И вот алкоголь не дает нормально этим зонам мозга развиваться и повреждает их. А ведь от мозгов молодого поколения зависит будущее нашей страны. По данным Минздрава, на одного человека в год приходится 11,1 литра чистого спирта в год. Не алкоголя, а чистого спирта. Вы представляете, какое огромное это количество? Кстати, в других странах эта цифра еще больше. На самом деле, все, что больше нуля, это уже плохо, а здесь целых 11 литров. Но это полная деградация и разрушение общества изнутри. Вы переживаете за текущие события, которые происходят в нашей стране, и запиваете это алкоголем, и даже не подозреваете, что вы губите свою жизнь и здоровье в этот момент. Я же ничего не придумываю. На сайте Роспотребнадзора черным по белому написано:
безопасной дозы алкоголя для организма человека не существует. Не чрезмерное употребление алкоголя, как это написано на бутылках, а именно что любой дозы алкоголя достаточно для того, чтобы нанести непоправимый урон вашему организму. Любое количество вредит, потому что алкоголь разрушает ваши клетки, это яд для них. И вы не знаете, насколько бы вы были продуктивны и какое у вас было бы здоровье, если бы вы вообще никогда не употребляли алкоголь в своей жизни. Отправьте сейчас это видео своим родным и близким, позаботьтесь о них. А мы переходим к самому интересному. Кстати, друзья, обязательно подпишитесь на канал прямо сейчас, чтобы не пропустить выход следующих видео. И поставьте палец вверх, если вам нравится то, о чем я рассказываю. Давайте вот просто 3 факта об алкоголе. При попадании в кровь алкоголь разрушает мембраны эритроцитов, то есть наружную оболочку. Эритроциты переносят кислород до всех клеток вашего тела и мозга и выводят углекислый газ. И вот этот транспорт нарушается из-за того, что оболочка растворяется, алкоголь же растворяет жировые соединения, а мембрана клетки это именно жировой компонент. Эритроциты начинают слипаться в грозди между собой и закупоривают сосуды кровеносные в головном мозге. Это приводит к отмиранию нейронов. Головная боль, которую вы чувствуете после употребления алкоголя на следующий день, это отмирание ваших мозгов. Вы просто поймите, что вы сливаете свой интеллект в унитаз. Алкоголь повреждает клетки печени. Печень – это главный очистительный орган вашего тела и главная химическая лаборатория по преобразованию различных элементов. Она и так при современном образе жизни работает на износ, ей очень тяжело, а тут еще и яд в чистом виде поставляют. Печень отвечает за метилирование макро- и микроэлементов, то есть изменяет их форму, чтобы ваш организм мог это усвоить. Так вот, после алкоголя этот процесс нарушается. А потом вопросы, почему нехватка железа, почему минералы не усваиваются, почему гемоглобин низкий. Алкоголь нарушает фазы восстановительного глубокого сна. Когда мы с вами спим, у нас есть быстрая и медленная фаза сна. И вот медленная фаза делится еще на 4 подфазы. 3-я и 4-я фаза этого медленного сна – это самый глубокий восстановительный сон, в котором происходят поистине магические процессы. Употребление алкоголя на ближайшие 24-48 часов, в зависимости от дозировки, полностью лишает организм возможности погружения в эту 3-ю и 4-ю фазу глубокого восстановительного сна. И я вот часто слышу такую фразу: ну я вот выпью чуть-чуть и потом лучше и быстрее засыпаю. Ну, конечно, потому что алкоголь влияет на рецепторы торможения в головном мозге, так называемую гамма-систему, и вам легче заснуть. Но это не значит, что вы будете глубоко спать. Сон под алкоголем всегда поверхностный, и при этом достаточно всего одного бокала пива или вина для того, чтобы выключить полностью глубокую фазу. Вот этих 3 пунктов уже достаточно для того, чтобы вы пересмотрели свое отношение к этому продукту. Но, конечно же, это не все. Давайте, например, разберем, как формируется зависимость от алкоголя. Многие считают, что алкоголь снижает стресс, так он наоборот его поднимает, и при этом у вас еще и растет уровень тревожности. Вот вы систематически употребляете алкоголь несколько раз в неделю там, или в месяц, например. В тот момент, когда вы начинаете отказываться от употребления алкоголя, у вас начинает нарастать уровень кортизола в крови, гормона стресса. То есть, когда вы не пьете, то у вас поднимается уровень стресса и тревожности, который вы хотите снова понизить за счет алкоголя, и это и вгоняет вас в зависимость, которая с каждым разом будет все больше, глубже усиливаться и усиливаться, пока полностью не разрушит вашу жизнь. Человек просто чувствует снижение настроения, благополучия, удовлетворения и хочет краткосрочно, быстренько себе помочь и поднять настроение. Но это замкнутый круг. С каждым разом будет становиться все хуже и хуже, и будет все больше и больше боли в вашей жизни. Алкоголь разрушает вашу симбиотическую, полезную микрофлору кишечника и позволяет патогенным бактериям проникать в кровоток. Вы лишаете себя естественной защиты кишечника. Алкоголь является провоспалительным продуктом, то есть он повышает воспалительные процессы во всем теле. При употреблении алкоголя сначала происходит расширение сосудов, то ради чего многие и пьют как раз таки алкоголь. Но через очень короткий промежуток времени происходит их резкое сужение, причем даже большее сужение, нежели чем было до употребления алкоголя. Это приводит к нарушению доставки питательных веществ к клеткам, к тканям и, главное, к вашему мозгу. Многие употребляют алкоголь, чтобы согреться, но это абсолютно неверно. Вот этот краткосрочный нагрев, который вы чувствуете, длится до 10 минут, а после этого тело теряет способность к поддержанию температуры. Алкоголь выводит из строя щитовидную железу,
которая как раз-таки отвечает за поддержание температуры вашего тела. Он выводит из строя ее командные центры. Также наносится удар по вашей гормональной системе, по надпочечникам, которые отвечают за выработку гормонов, как мужских, так и женских. И в итоге вы получаете психические расстройства. В мужском организме алкоголь способствует переводу тестостерона в эстрадиол, лишая мужчин мужественности, силы, доминации. Ну и, пожалуй, стоит сказать о самом главном, о чем я уже упоминал в начале. Повреждая клетки вашего организма, алкоголь является непосредственным виновником роста и развития раковых заболеваний. Только нездоровые, поврежденные клетки подвержены раковым заболеваниям. А повреждают их токсические ядовитые вещества, и одним из них является алкоголь. Есть уже множество данных на эту тему, поизучайте. И, конечно же, алкоголь нельзя ни в коем случае употреблять беременным и кормящим мамам, на какой бы стадии они ни находились. Это наносит непоправимый урон в формировании и развитии плода ребенка. Думаю, что у вас теперь достаточно информации для того, чтобы принять взвешенное, осознанное решение, надо вам употреблять это вещество или нет. Сегодня пищевая и фармацевтическая промышленность оказывает жесткое влияние на ваше здоровье. С одной стороны, через ужасную еду и напитки, которые вы употребляете с утра и до вечера, а с другой стороны, через таблетки и обезболивающие, которые скрывают симптомы от употребления этой еды. Необходимо хорошо разбираться в том, как те или иные продукты или вещества влияют на здоровье вас и вашей семьи. Так сложилось, что мы с вами с рождения получили ресурс здоровья бесплатно, ничего за него не заплатив. А за то, что мы не платим, мы обычно не ценим до тех пор, пока не потеряем это. А когда потеряем, начинаем бегать и хвататься за голову, что же нам теперь делать и как это вернуть. Но чаще всего обратной дороги потом уже нет. Чтобы этого не происходило, я предлагаю каждому немного глубже изучить эту тему и узнать о своем организме больше. Для этого я создал закрытую группу, в которой я делюсь технологиями, которые я применяю сам и которые применяют другие люди для улучшения своего физического и психического здоровья, для его восстановления, для повышения качества жизни, для повышения уровня энергии, красоты своего тела. Если вам откликается все, о чем я говорю, то я вам очень рекомендую присоединиться к закрытой группе. Для того, чтобы в нее попасть, вам необходимо записаться в предварительный список. И когда откроется набор, вы получите уведомление и сможете в нее вступить. Ссылку на запись я оставлю в описании к данному видео. В следующем видео мы с вами поговорим о сигаретах, вейпах и о том, как никотин влияет на ваше физическое и психическое здоровье. Если вам понравилось данное видео, обязательно поставьте палец вверх, подпишитесь на канал и отправьте это видео своим родным и близким. Желаю вам крепкого здоровья, позаботьтесь о себе, ведь никто кроме вас этого лучше не сделает. С вами был Владимир Горохов, до новых встреч, пока-пока.